День 1671. Алекс на связи. Если строить умный дом на умной даче, то, конечно, основная проблема, она возникает с тем, как обеспечить связь на этой даче. Потому что там территория достаточно большая, во-первых, и если внутри делать какую-то проводку, там прокладывать какой-то кабель до всех строений, то это тоже будет достаточно сложно сделать. Но, во-первых, не всегда можно сразу спроектировать все корректно, там, где нужно будет какие-то устройства устанавливать. Ну и там всегда, конечно, на такой территории будет дорого это проводить к нужным местам там, и ставить какие-то промежуточные еще устройства для такой проводки. Конечно, как вариант, это использовать беспроводные вещи, причем поскольку на дачах это все-таки не городские квартиры, где Wi-Fi, например, он там сильно зашумлен и в принципе там нормально невозможно пользоваться. И скорость низкая, и дальность низкая из-за того, что там и стены плотные, там железобетонные. И, конечно, на даче многие такие проблемы, они гораздо проще решаются. Даже если дом он достаточно там качественно сделан, так скажем, то даже в этом случае все равно можно решить разными способами. Wi-Fi, например, можно использовать, и там есть тоже сейчас решения, которые позволяют создать межсеть, которая будет автоматически там с нескольких точек разных переключаться. То есть, допустим, если устройство перемещается, там какой-то телефон или там планшет или ноутбук, то, конечно, она будет автоматически переключаться. Ну и если там сигнал стал низкий по какой-то причине, то какой-нибудь датчик, он сможет просто переключиться на другую точку и, в принципе, дальше продолжить работать. Например, какая-нибудь видеокамера, она по какой-то причине там не может напрямую подключиться, там что-то заслоняет ту точку, с которой она работала по Wi-Fi, то она может, в принципе, и продолжить другим способом. Ну и также, если несколько этажей, то можно там будет сделать так, чтобы на каждом этаже была своя Wi-Fi точка, они там в зависимости от того, как, где расположено устройство, будут использовать соответствующую эту точку. И, в принципе, так как Wi-Fi там свободен, то можно использовать на частоте 2,4 ГГц, дальность у него повыше, и, в принципе, там на весь участок можно будет нормально обеспечить там Wi-Fi с небольшого количества этих точек. И некоторые точки, например, они могут выступать как ретранслятор, то есть они могут еще и дальше усиливать покрытие, зону покрытия, и, например, там везде будет хороший сигнал, если таких точек поставить в разных углах участка. Но есть еще, например, для умного дома используется Zigbee сеть, то, конечно, там, в принципе, на любую территорию можно сделать неплохое качество сигнала. То есть у такой сети тоже есть режим основной, собственно, это межсеть устанавливается, то есть разные устройства могут выступать в качестве ретрансляторов, то есть роутеров, которые могут передавать через себя информацию на устройство дальше. И, например, если где-то в каком-то помещении или там на каком-то этаже или в каком-то здании сигнал слабый, то туда можно установить просто, допустим, какую-то Zigbee розетку умную, и она фактически будет выполнять функцию ретранслятора, поскольку у нее там передача помощнее, это все-таки не от батарейки питается, она, конечно, сможет и гораздо дальше брать, там, подключаться к основному координатору этой сети, там, шлюзу, и, соответственно, с ним нормально взаимодействовать. А через себя уже будет управлять на разные датчики, допустим, беспроводные, которые работают в батареях, там датчики температуры, движения, там, влажности, которым не хватит мощности просто далеко
сигнал отправлять. Ну и для подключения там к внешнему миру, конечно, можно использовать и проводной интернет. Сейчас на многих там дачных участках уже интернет и проводной существует, и тогда, в принципе, особых проблем с этим не возникает, ну, если он там довольно стабильно работает. Ну и всегда еще и можно и какой-нибудь там 4G модем поставить. Сейчас есть роутеры, допустим, в которых сразу там и Wi-Fi, и 4G используются, то есть они могут подключаться там к сотовой вышке и с нее уже там сигнал брать. Если даже и проводной интернет отвалится, то можно будет всегда перейти на такой резервный канал. И, в принципе, можно там дополнительно еще и антенну какую-нибудь прикупить внешнюю и поставить ее где-нибудь повыше, там, и тогда там и сигнал будет лучше, и там скорость связи там сильно улучшится. Но, конечно, там, в принципе, иногда может оказаться и довольно дорогим удовольствием. Если, допустим, канал безлимитный, то он обычно не очень быстрый. Если он ограничен по объему трафика, то понятно, что он может быть там на максимальной способности пропускной, но иногда это будет не очень удобно, потому что там, если связь пропадет, там кончится трафик, то нужно будет либо доплачивать, либо, соответственно, там система перестанет работать. Многие устройства, они там умного дома, они работают через облака, и те же веб-камеры для управления тоже там нужен облачный доступ, и там или для сохранения там сигнала записи на этих облаках. Ну и Wi-Fi устройства, они или там шлюзы какие-то умного дома, они тоже могут быть, допустим, TUI или Xiaomi, они используются там сервера облачные для там запуска сценариев или там сохранения сценариев. И, конечно, если связь пропадет с интернетом, то тогда вообще все сценарии перестанут работать, и умный дом уже будет совсем не умным. Для этого, конечно, там и устанавливается локально там сервер умного дома, желательно там специализированный там на каком-то микрокомпьютере, там какую-то систему использовать. Ну, часто это open source, в общем-то, используются разные системы, там Home Assistant или OpenHub, и на них уже писать все сценарии, чтобы они в локальном режиме, даже если там внешний интернет не будет доступен, то все внутри все равно все будет работать, там включаться, выключаться. И при необходимости, конечно, можно будет еще и там перезагружать какие-то устройства, просто там отправляя команду на выключение и включение каких-нибудь розеток. А для также управления, например, этим включением или выключением можно еще и, допустим, поставить автомат, там какой-нибудь, у него есть и реле в комплекте для управления, то есть, может быть, он не просто там вручную включить-выключить, а он еще может и удаленно включаться или выключаться. Ну, на даче там, в принципе, обычно подведенная мощность не очень высокая, и может быть достаточно и одного автомата такого. Но если там 3 фазы подведено, то есть и автоматы, которые с реле встроенными, которые на 3 фазы могут тоже работать, то есть они могут включать, и, соответственно, также измерять электроэнергию потребления, то есть всегда можно увидеть там, что включено, что выключено, есть какое-то потребление излишнее, а если вообще там все начало работать плохо, то, в принципе, можно просто там перезагрузить, выключив и снова включив этот автомат удаленно. Ну, в принципе, если использовать проводные решения, то на них тоже может влиять и какие-нибудь там угрозы, потому что, во-первых, там и расстояния большие, и длина проводов большая, и, конечно, это тоже нужно предусматривать в таких участках больших, потому что это может вывести из строя там всю электронику и весь умный дом. И даже и беспроводные устройства, они тоже подвержены такому воздействию. Во-первых, это и качество питания, то есть может быть помехи и по сети электроэнергии прийти какие-то от там, перепадов
в общей сети питания или просто там наводки от каких-то ударов, там молнии, еще что-то. А может быть просто из-за этого там Wi-Fi сеть, например, отключится, например, там роутер может зависнуть при этом. Или даже у меня было так, что есть стик Zigbee, например, зависал и переставал работать, там, когда на улице гроза была. То есть я потом, конечно, приобрел стик получше, который там в металлическом корпусе, и на него воздействие, конечно же, будет меньше. Но все равно у него есть антенна внешняя, и через нее тоже может прийти помехи какие-то. И нужно иметь возможность, во-первых, и перезагрузить такой умный дом, то есть чтобы эти все устройства, они все-таки там восстановили свою работу. Но иногда, конечно, имеет смысл и использовать альтернативные решения, чтобы можно было там выключить что-то, если даже, допустим, там вообще управление потерялось и невозможно никаким образом там его восстановить. Потому что иначе просто придется физически ехать туда и там уже менять оборудование. А при замене оборудования тоже могут быть разные сложности, потому что нельзя там просто какую-то умную розетку взять и вместо нее поставить другую, или какой-то датчик взять и там установить, потому что он используется в разных сценариях, у него есть определенный идентификатор этого устройства в системе умного дома, и будет довольно сложно его там везде прописать быстро. То есть нужно, конечно, там, предусматривать возможности каких-то альтернативных действий. Там, например, несколько датчиков. Вот у меня в комнате, допустим, стоит несколько датчиков каждой там, температуры, влажности. И в случае выхода какого-то датчика из строя, то можно будет на основании другого датчика там, в сценарии предусмотреть, что он будет по нескольким датчикам смотреть или по какому-то из них, который дает корректное значение или вообще отправляет значение. Также, если использовать беспроводные датчики, то они тоже могут выйти из строя, у них может сесть батарейка в конце концов. Это тоже нужно отслеживать. Периодически там делают так, что в каком-то приложении или там идет какое-то представление в дашборде, где видно эти значения там, напряжения этих батареек в этих датчиках. Они все это отправляют в систему умного дома, это значение. И с какой-то периодичностью можно там себя информировать о том, чтобы при очередном там, приезде на дачу этот датчик там найти и в нем поменять батарейку. Часто, конечно, я уже там забываю, где у меня какие датчики стоят, и иногда просто там его найти уже довольно сложно. Иногда бывает так, что у меня датчик, допустим, температуры, он не закреплен там на постоянное место, он просто лежит, допустим, на полке, или какой-нибудь датчик движения. В принципе, ему этого достаточно для работы. Но если он куда-нибудь упал, закатился, то он, во-первых, и показывает неправильно, или там датчик движения вообще может перестать видеть, определять какое-то движение, но и найти его потом не так уж и просто будет. Поэтому способы связи между устройствами в умном доме и самим умным домом достаточно много. И, конечно, есть из чего выбрать, но на самом деле есть еще и там, форматы радиочастота, есть и другие форматы для взаимодействия между датчиками, устройствами разными. И фактически, конечно, они все полезны, и там всегда можно применить несколько их, и это даже лучше и надежнее будет с точки зрения там, всей системы умного дома.